Для того, чтобы лучше понять то, что мы обсуждали в прошлой лекции, рассмотрим реакцию выделения водорода в кислом водном растворе. Реакция протекает с участием адсорбированных атомов водорода, в результате чего скорость реакции будет сильно отличаться для электродов из различных металлов. Механизм для разных электродов также будет отличаться. Можно выделить три предельных случая. Первый случай, когда коэффициент переноса равняется приблизительно 0,5. Этот случай является характерным для электродов, изготовленных из ртути, свинца или никеля. Механизм следующий, за которым следует либо, то есть получается, когда альфа равняется 0,5, скорость определяющей стадии является первый перенос электрона. Второй случай относится к металлическим электродам из платины, золота или вольфрама, для которых коэффициент переноса равен 1,5. Считается, что в этом случае механизм реакции будет выглядеть следующим образом. Если коэффициент переноса равен 1,5, то определяющим является перенос второго электрона. Третий случай относится к палладиевым электродам, для которых наклон кривой тафеля составляет приблизительно 2. Это согласуется со следующим механизмом, в котором скорость определяющей стадии является вторая стадия. Это пример электрохимического процесса второго порядка, в котором эта величина – это мера покрытия поверхности электрода атомами водорода. Так как устанавливается предварительное равновесие, эта величина будет зависеть от потенциала электрода в соответствии с уравнением Нернста. Поэтому дает, что приводит к кажущемуся коэффициенту переноса, который равен 2, поскольку дальнейший механизм выделения водорода, и в частности переход между первым и вторым случаем, можно понять, если рассмотреть измеренные на различных электродах константы скорости, как функцию энтальпии адсорбции водорода на поверхностях этих электродов. По мере того, как энтальпия адсорбции становится все более отрицательной, кривая сначала растет, вследствие того, что константа скорости увеличивается с увеличением силы или экзотермичности адсорбции водорода на поверхности электрода, затем достигается максимальное значение константы скорости и постепенное ее уменьшение с увеличением экзотермичности адсорбции. Все металлические электроды на левой стороне графика показывают коэффициенты переноса равные 1,2, тогда как электроды на правой части графика. Это можно объяснить, рассмотрев общий механизм, где переходное состояние реакции А или Б будет реализовываться в зависимости от того, первая или вторая стадия является определяющей. Для малых энтальпий адсорбции константа скорости увеличивается с увеличением экзотермичности адсорбции, поскольку на первом этапе атомы водорода адсорбируются на поверхности электрода. Эта адсорбция, вероятно, отражается в переходном состоянии. Активационный барьер для процесса, по всей видимости, будет уменьшаться по мере увеличения экзотермичности адсорбции. Соответственно, скорость реакции возрастает. В конечном итоге, при достижении максимума кривой, второй шаг становится определяющим. Это можно понять, поскольку на втором этапе происходит удаление водорода с поверхности электрода. Так что по мере того, как адсорбция становится все сильнее, второй этап должен стать определяющим. В этом случае повышенная экзотермичность адсорбции будет постепенно замедлять реакцию, поскольку адсорбция водорода в переходном состоянии B, вероятно, будет более сильной. Соответственно, энергетический барьер для потери адсорбированного водорода становится все больше, и константа скорости выделения водорода меньше. Давайте теперь рассмотрим необычный случай выделения водорода на палладиевых электродах. В 1989 году
вышла работа Флейшмана и Понса о так называемом холодном термоядерном синтезе, в которой считалось, что восстановление щелочной тяжелой воды на палладиевых электродах приводит к появлению избыточного тепла в результате процессов ядерного синтеза. Это считалось возможным, поскольку в случае палладиевых электродов образование адсорбированного водорода сопровождается переносом атомов водорода или атомов дейтерия в случае электролиза тяжелой воды в решетку металла палладиевого электрода. Действительно, металлический палладий проявляет замечательное сродство к водороду. При этом возможно соотношение атомов водород-палладий 1 к 1. Просто вставив палладиевую проволоку в газообразный водород, проволока будет светиться тускло-красным светом из-за сильного поглощения атомов водорода. По сути, Флейшман и Понс осуществили следующие электрохимические процессы. Здесь обозначает атом дейтерия в объемной решетке палладия. Высокое сродство решетки палладия к атомам дейтерия или водорода в сочетании с тем фактом, что эти атомы, как известно, были подвижными, заставили Флейшмана и Понса предположить следующее. Принимая во внимание очень высокое сжатие и подвижность растворенных частиц, должно быть реализовано значительное количество близких столкновений. И можно задать вопрос, будет ли ядерный синтез дейтерия в виде осуществимым в этих условиях? Флейшман и Понс выполнили калориметрию и пришли к выводу, что выделяется гораздо больше тепла, чем можно было бы учесть на основе известных электрохимических процессов. Они пришли к выводу, что энергия должна быть связана с ядерными процессами. Объявление об этой работе вызвало огромный ажиотаж. Хьюзенга в своей превосходной книге описывает собрание Американского химического общества, состоявшееся 12 апреля 1989 года, всего через 2 дня после публикации их статьи в Journal of Electroanalytical Chemistry. Клейтон Уоллис, президент Американского сообщества, в 1989 году открыл сессию, которую некоторые стали называть химическим Вудстоком. Он взволновал 7000 химиков, собравшихся на большой арене в конференц-зале в Далласе. Уоллис приветствовал огромный потенциал холодного синтеза как источника энергии и заявил, что это могло бы быть открытием века. Затем он подробно рассказал о многих проблемах, с которыми сталкиваются физики при достижении управляемого ядерного синтеза. Теперь, кажется, химики могут прийти на помощь, сказал он, и тысячи химиков на арене разразились аплодисментами и смехом. While much has been learned about plasma physics, and while much progress has been made, the goal has remained elusive, and the large, complicated machines that are involved appear to be too expensive and too inefficient to lead to practical power. Now it appears that chemists may have come to the rescue. Далее Хьюзенга описывает лекцию Понса в Далласе, как подчеркивающую большое количество энергии, до 50 мегаджоулей тепла, производимое в его ячейках, и что Понс порадовал большую аудиторию, показав свою простую конструкцию, которая, как он утверждал, реализовывала устойчивую реакцию синтеза энергии при комнатной температуре. Утверждения о холодном синтезе и избыточном тепле сегодня не являются общепринятыми. Так в чем же была ошибка Понса и Флейшмана? Анализ Хьюзенги выглядит следующим образом. Понс в своей лекции совершил ту же ошибку, что и в публикации Флейшмана-Понса. Основываясь на своей интерпретации уравнения Нернста, Понс пришел к выводу,
что давление дейтерия в палладиевом катоде эквивалентно гидростатическому давлению, примерно 1027 атмосфер. Похоже, что именно этот неверный вывод привел Флейшмана и Понса к выводу, что в палладиевом катоде дейтериевые среды будут прижаты друг к другу достаточно близко, чтобы справляться. Уравнение Нернста, применимое в условиях равновесия, использовалось для связи перенапряжения в электрохимической ячейке с летучестью дейтерия. Если следовать этой простой, но, к сожалению, ошибочной процедуре, большое перенапряжение действительно дает высокую летучесть дейтерия. Однако использование уравнения реакции Нернста для реакции испарения большого количества дейтерия в условиях больших значений перенапряжения для оценки давления дейтерия неуместно. Общая идея ясна. Используя наши аргументы, чтобы установить уравнение, мы должны гарантировать, что предварительное равновесие действительно соблюдается, чтобы уравнение было осмысленным. Если потребляются большие токи, это может быть не так. Соответственно, необходимо с осторожностью применять анализ, описанный в предыдущем видео. Также рекомендую повторить обсуждение уравнения Нернста.